Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Мои ровесники помнят передачу «Спокойной ночи, малыши». Ну, а сегодня у нас будет «Пробудитесь, бальчиши». Или же какое-то название, может быть, придумаете вы. Сегодня у нас два кота и кубик под названием тоже кот. Сегодня мы с вами разберем интересные взаимоотношения между людьми, отношения свой и чужой. Когда мы приходим в этот мир, то этот мир воспринимается нами как чужой. То есть, когда младенец появляется из утробы, то у него вид, как будто его только что разбудили. Я думаю, что такое же лицо у нас всех с утра. Мы, как младенцы, которых вырвали из утробы сна в этот непредсказуемый и не очень добрый мир. И вокруг все чужое, чужие звуки и чужие какие-то силуэты, потому что младенец, он даже их не видит толком, этих людей. Он не привык смотреть на внешний объект, у него закрыты глаза внутри утробы. И постепенно из этого какого-то сумрака эти объекты начинают приобретать очертания, и некоторые из этих объектов, которые как бы субъекты, но ребенок их воспринимает только как объекты на начальной стадии развития, они становятся своими, потому что они постоянно рядом, и они опекают ребенка. Лучше или хуже, но все равно ни один младенец бы не жил, не выжил бы, если бы о нем не заботились. И так появляются свои. Но первоначальное восприятие всего нового как чуждого у нас сохранилось до сих пор. И у детей, и у взрослых, когда что-то новое, нам достаточно сложно воспринимать это как интересное. Сначала оно чужое и опасное. И маленькие дети, когда видят чужого дядю или тетю, они пугаются. То есть наша охранная сигнализация, она воспринимает первоначально все, что появляется в поле нашего зрения, как чужое, и только узнаваемое нами становится своим. И вот этих два прекрасных кота, уже не первый раз участвующих в роликах для вас, они будут символизировать черный кот чужое, а белый кот свое. Это чужой человек, а это свой человек. И, как вы уже поняли, у нас есть кубик, который даже не кот, но на нем написано, что это кот. Это реальный человек, который не является ни своим, ни чужим, а сам по себе. Кто же такие свои? На первоначальном этапе свои – это удовлетворители. Удовлетворитель моих потребностей. Чистильщик апельсинов или мандарин на Новый год. И это не какое-то ругательное слово или какое-то плохое слово. Удовлетворитель – это тот, кто избавляет меня от боли. То есть ребенок воспринимает появляющиеся у него желания как атакующие его психику. И у взрослых точно так же. Когда нам хочется есть, пить или спать, мы психикой воспринимаем это как атакующее, как нечто подчиняющее и порабощающее нас, принуждающее нас к какому-то действию. То есть наше желание – это наши в какой-то мере рабовладельцы. И тот, кто в окружении избавляет меня от атаки моих же потребностей на меня, воспринимается как спаситель. Мы эту мысль или это восприятие несем с собой потом многие годы, назначая другого спасителем. Спаситель, который пришел избавить меня от каких-то проблем. Некоторые родители считают спасителями тех, кто просит руки, например, дочери. И родители хотят от нее поскорее избавиться. Некоторые родители становятся на колени и невестку благодарят, что наконец-то хоть нашлась одна, которая его выдержит. Вот такие спасители в нашей жизни. Спасители те, кто выручил нас с запаской на дороге, спасители те, кто пропустил нас без очереди, когда надо.
То есть, как видите, этот удовлетворитель, он же спаситель, это не какой-то отрицательный персонаж. Но нас интересуют свои и чужие не только с точки зрения «мы познакомились ближе, он стал своим», а больше с точки зрения отношений. Потому что один и тот же человек, вот этот кот, кубик-кот, может быть как своим, так и чужим. Когда мы с вами приходим в компанию, то первоначально все чужие, и больше будут свои те, кто нам ближе по манере одеваться, по манере говорить или по каким-то остальным критериям. И этих своих мы начинаем с вами меньше бояться, хотя мы так это не воспринимаем. То есть по отношению к тем, кого мы назначили своим, наша с вами сигнализация не так громко звенит. И мы ощущаем по отношению к ним меньше страха, а соответственно меньше злости, или же мы их меньше терпим. Давайте еще раз. То есть свои – это те, по отношению к кому мы испытываем меньше страха. Соответственно, мы не будем воспринимать их действия как нападение, и нам приходится их меньше терпеть или же меньше подавлять желание защитить себя. И те люди, которые есть, они нами будут условно разбиваться на удовлетворителей и неудовлетворителей наших потребностей. То есть те свои, которые нам интересны по каким-то причинам, возможно, человек занимает какую-то должность, или вы что-то про него слышали интересное, или же он может решить какую-то вашу проблему. То есть эта категория, она будет белыми котами, а все остальные будут черными котами. Свои – это те, от которых нам что-то надо. Не воспринимайте что-то надо как что-то плохое. Это нормально, когда взрослым людям друг от друга что-то надо. И когда мы попадаем к тем в поле зрения тех, кого назначили своими, мы тоже хотели бы стать для них своими. То есть идеальный вариант – это свой-свой. Когда я тебя воспринимаю как своего, как белого котика хочу быть поближе к тебе, и ты меня воспринимаешь как своего, как белого котика, к которому ты не против быть поближе. И тогда происходит контакт, в котором происходит уже какое-то общение. Но потом, когда мы, например, получаем отказ от того человека, от которого нам что-то надо, мы его переводим в категорию чужой, не свой. Он же плохой. Хотя этот человек как был вот этим вот зеленым котиком-кубиком, то есть самим по себе, так и остался. То есть свой-чужой – это абсолютно наше восприятие, но мы редко воспринимаем это как персонально наше. Нам хочется его распространить на всю судьбу этого человека. Этот человек полностью там плохой или неправильный, чужой, отвратительный. И от чужого отвратительного, конечно, хочется быть подальше. То есть восприятие другого как самого по себе, оно нам доступно, но для этого нам надо делать усилия. Другой человек, он нам желательно, чтобы все были своими. Вот у людей есть такой опыт, они его переживают, когда у них, например, хорошее настроение, и все люди тогда кажутся красивыми или добрыми, или своими. Нет вот этого отчуждения, восприятия их как чужеродных и опасных. И другой, он жизненно важен для нас. Вот я как раз готовлюсь к школе отношений, которая начнется с 6 декабря, и, как видите, уже нарабатываю материал, с которым с вами начинаю потихоньку делиться. Меня интересует свой-чужой именно в контексте близких людей. Близких людей. То есть мы с вами разобрали сейчас в целом восприятие нами как своего или чужого другого. Теперь давайте поговорим о близких. Близкие люди нам жизненно необходимы, хотя бы потому, что у нас есть доминанта из младенчества, где мы точно понимали, что мы без близких не выживем. То есть близкие – это те, благодаря кому я не умру. Младенец, если никому не нужен, то он умрет.
И поэтому эта доминанта, которая есть у нас внутри, она все время пульсирует, и она будет включаться помимо нашей воли. То есть вот эта вот доминанта беспомощности, когда я никому не нужен, она у нас из прошлого. И многие люди, стремясь в отношения, не понимают, что они идут именно за возможностью избавить себя от той тревоги, которая продуцируется изнутри, из далекого прошлого. И когда этот второй появляется, первоначально нейтральный код, который не свой, не чужой, то если человек его назначает удовлетворителем, текущим или возможным удовлетворителем, то он начинает воспринимать его как своего. Ему это необходимо для того, чтобы преодолеть свою сигнализацию. То есть начинается постепенное идеализирование этого объекта. И влюбленность — это максимальное идеализирование другого, когда он свой, родной, самый лучший, самый прекрасный. То есть эта идеализация нам нужна для того, чтобы мы с вами выключали зверя. Многие люди идеализируют странных людей, например, своих правителей, которые достаточно тираничны. То есть тиран может идеализироваться именно для того, чтобы не испытывать по поводу его всех этих чувств. То есть идеализировать, назначать своим гораздо проще. У человека снимается большое количество проблем. Итак, у нас есть с вами близкий супруг или супруга, друг, парень, девушка. То есть выберите какой-то пример, и он является котом самим по себе. Но для нас он с вами то белее, то чернее. Итак, как чернеет наш близкий? Например, вы приходите к своему парню, мужу, жене и так далее, и говорите: нас пригласили в гости. Я хочу пойти с тобой. Это будет в среду. И партнер говорит: а я не хочу идти. И в этот момент наш партнер, который сам по себе, в нашем восприятии из белого, то есть когда мы к нему подошли и говорили: пойдем со мной в гости, нас пригласили, я обращаюсь к нему как к белому, как к своему. Но стоит ему только сказать: нет, я не хочу, он тут же становится черным. То есть белый кот начинает сереть до черноты. Чернота, черный кот, потому что он не хочет быть моим удовлетворителем, он не хочет делать так, как надо мне. И в этот момент у меня появляется чуждость. То есть я его отчуждаю от себя. Он уже не свой, а он из пространства своего перемещается в пространство чужой. Враг, он же враг. То есть максимально чужой — это враг в нашем восприятии. И его чернота, она воспринимается нами как то, что начинает активизировать нашу сигнализацию. То есть мы его воспринимаем уже с включенной сигнализацией, которая до этого была выключена. Я думаю, что у каждого из вас были моменты, когда вы считали кого-то своим, потом он что-то делал, что-то говорил, и вы ощущаете, как отношение меняется. То есть он из белого переходил в категорию черного, и тут же вся сигнализация спящего для этого начинает на него реагировать как на чужого. Но, допустим, вернемся к нашему примеру. Пусть это будет мой муж, которому я сказала, что мы идем в гости, он говорит: я не хочу. И он по моей реакции понимает, ну, может быть, не понимает, но точно чувствует, что началось отчуждение. Я как будто от него начала удаляться, потому что он не сделал то, что я хочу. Вот это вот отчуждение, отдаление. И он бессознательно, даже может это не понимать, говорит: ну, я не то, что не хочу идти, и ни в коем случае не хочу идти с тобой, но я так устал на работе, и в среду у нас будет затяжное заседание, я не знаю, когда я освобожусь, а даже если освобожусь, я уже буду никакой. И черный муж начинает сереть, и уже не черный, а серый, потому что он уступил, и он объяснил.
но еще недостаточно белый. И потом он говорит: ну, милая, я вижу, ты расстроилась, а на самом деле я чуть ждилась. Он говорит: давай я сделаю что-то хорошее, давай вот прибью полки, которые ты давно просила. И все, он побелел, он опять свой. И вот это вот беление и чернение нами не воспринимается как процесс, который порождаем мы. Нам кажется, что этот кот, который сам по себе становится или белым котом, или черным, хотя он остается таким же самым. И многие люди это отчуждение не выдерживают. Я думаю, что каждый из вас переживал наказание отчуждением, когда человек, близкий вам, переставал с вами разговаривать, ему переставало быть что-то от вас надо, он с вами не делился, то есть он с вами себя вел, как будто вы или пустое место, или чужой человек, ну, какой-то прохожий, незнакомый, который проживает с ним на территории. И в этот момент включается наша с вами доминант. То есть она начинает крутиться тревогой, вот как в мигалке в скорой помощи. Тревога, тревога, тревога. И чем у человека заряжение доминанта, я никому не нужен, значит, я умру, тем больше человек начинает погружаться в небытие, и он начинает сам себя толкать для того, чтобы исправить ситуацию и не чувствовать эту внутреннюю тревогу, которая у него появилась. И я бы хотела, чтобы это было выведено в сознание, потому что многие люди, они именно поэтому не выстраивают границы, потому что они не выдерживают отчуждения себя. И еще один важный момент, который бы я хотела в этом ролике осветить, это удерживание искусственного отчуждения. Вот, например, это хорошо видно на примере подростков. Подросток, который идеализирует своих родителей, они для него абсолютно белые коты, в какой-то момент делает этих родителей черными котами. То есть подросток начинает перечить, конфронтировать, не соглашаться, у него есть свое мнение, точно отличное от родителей. И таким образом он удерживает искусственное отчуждение. То есть мы имеем с вами вот такой вот пирог. У нас родители избыточно идеализированы, и мы очень боимся, что они нас отчуждят, и тогда мы не выживем. И мы на эту идеализацию накладываем такую же демонизацию. И мы имеем вот такой вот с вами состав. То есть моя ненависть должна быть достаточной для того, чтобы я компенсировала вот эту привязанность. И я думаю, что каждый из вас переживал момент, когда некто, кто был вами идеализирован, потом становится демонизирован вами же. То есть как будто вам постоянно надо на ту идеализацию, которая по поводу него идет, накидывать равную по объему ненависти, даже чуть-чуть больше, для того, чтобы опять не поверить, опять не простить, опять не уйти в подчинение и так далее. И если не разобраться с вот этим вот свой, родной, идеальный и так далее, то приходится постоянно кого-то искусственно в голове ненавидеть для того, чтобы опять не уйти под лед, не уйти по подчинению. То есть единственной возможностью выйти из ненависти кому-то — это воспринимать его как кота самого по себе. То есть как только подмешивается компонент «это я», все, пиши пропало. И я бы хотела, чтобы вы пообращали внимание, как близкие вам люди меняют свой цвет с черного на белый и с белого на черный. То есть как они сереют до черноты или же черные сереют до белоты. И как внутри это все мы разыгрываем сами собой. Наказание отчуждением, оно также, я бы хотела, чтобы оно было перенесено в фокус вашего внимания, потому что из-за отчуждения мы иногда не можем выстроить нормальные отношения с другими людьми. Ну что ж, буду закругляться. Подробнее об этом на школе отношений, об чужих и своих. И попрошу вас в комментариях написать, если вы уже
поняли смысл этого ролика, как ваши близкие становились разного цвета. То белое, то серое, то черное. И, может быть, у кого-то есть опыт вывода их из белоты и черноты в субъект, который существует сам по себе без нас. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube-канал, а я с вами прощаюсь до следующих встреч.